Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео-мастер-класс по вязанию корзинки с узором зефирка. Вязать корзинку мы будем из трикотажной пряжи. Свяжем с вами вот такую красивую крышечку и саму корзинку с красивым узором, пышными столбиками, который называется еще зефирка. По размеру корзинка получается небольшая, высотой 10 сантиметров и диаметром 15 сантиметров. Желаю вам приятного вязания! Начинаем вязание. Нам понадобятся материалы: трикотажная пряжа Алтын или другая, толщина нити 7-9 мм. Примерно нам понадобится 100 метров. Это один моток. У меня здесь мини-мотки 3 цветов: цвет зефир, лаванда и молочный. И также крючок номер 6 для основного вязания и крючок номер 4 для вспомогательных работ. Для начала нам нужно подготовить пряжу. Мы ее разматываем с внешней стороны мотка и слегка растягиваем. Оставляем кончик нити примерно 1 метр, делаем колечко и вяжем одну воздушную петельку. И затем уже в колечко вяжем еще 5 столбиков без накида. Закончили, связали 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Теперь у нас внутри петель прошел кончик нити, мы за него потянем, и колечко затягивается. Также я хотела вам показать новый способ закрытия ряда. Для этого последнюю петельку мы закрываем кончиком нити, которую мы оставили в начале. Вытягиваем всю ниточку через петлю. И теперь формируем последнюю петлю с помощью этого кончика нити. Вводим крючок под первую петлю. Опять протягиваем кончик нити полностью. И затем возвращаем его в середину последней петли. Вводим крючок с изнаночной стороны на лицевую. Захватываем нитку и вытягиваем ее на обратную сторону. И вот так у нас получается последняя петля. Итого у нас получается по окружности 6 петель. Далее вяжем второй ряд. Вводим крючок в середину первой петли. С обратной стороны смотрим, чтобы крючок тоже вышел ровно посередине, между двумя стенками под перекладиной. Захватываем нашу рабочую нить, вытягиваем петельку вперед, вяжем одну петлю, затем вводим крючок опять в эту же петельку ровно в серединку и провязываем еще одну петельку. Делаем прибавку. Итак, мы связали 2 столбика без накида в одно основание. В следующую петлю тоже вводим крючок ровно в середину и тоже провязываем 2 столбика без накида в одно основание. И так продолжаем делать прибавки. В каждую из 6 петель провязываем по 2. Итого у нас должно получиться 12 петель. Заканчиваем второй ряд, последнюю петельку закрываем кончиком нити, который мы оставляли. Вытягиваем нитку из петли и формируем последнюю петлю. Точно так же, как мы это делали в предыдущем ряду.
Итак, мы закончили второй ряд, сделали 6 прибавок и у нас 12 петель. Вяжем третий ряд. Вот у нас первая петелька, она была двойная. Вводим крючок в первую петлю, провязываем в первую петлю 2 столбика без накида в одно основание, 1 и 2. Затем в следующую петлю провязываем 1 столбик без накида. Далее опять повторяем. Следующую петлю провязываем прибавку 2 столбика без накида в одно основание, 1 и 2. И в следующую петлю провязываем 1 столбик без накида. Итак, у нас идет двойная одинарная, двойная одинарная. Так продолжаем вязать до конца ряда. Заканчиваем третий ряд. Провязали всего 18 петель, сделали 6 прибавок, между ними по одной одинарной петле. Последнюю петельку закрываем кончиком нити и формируем последнюю петлю. Вяжем четвертый ряд. Опять вводим крючок в первую петлю от начала ряда. В нее мы провязываем одинарную петлю. Затем вводим крючок в следующую петельку. В нее тоже провязываем одинарную петлю. Затем делаем прибавку. Вяжем 2 столбика без накида в одно основание, 1 и 2. Затем опять вяжем 2 одинарные петли. Повторяем опять двойная петля. И затем 2 одинарные петли. И так продолжаем с вами чередовать до конца ряда. Провязываем 6 прибавок через 2 одинарные петли. Заканчиваем четвертый ряд. У нас должно получиться 24 петли. Обратите внимание, что последняя петля у нас будет двойная. Закрываем последнюю петельку кончиком нити. Вяжем пятый ряд. Вводим крючок в первую петлю и провязываем двойную, 1 и 2. Затем 3 одинарные, 1, 2, 3. И снова двойная, 1 и 2. Затем опять 3 одинарные. И так далее. Продолжаем с вами чередовать этот узор. Вяжем 6 прибавок через 3 одинарные петли. Заканчиваем пятый ряд. По окружности должно быть 30 петель.
Вяжем 6 ряд. Вначале провязываем 2 одинарные петли, 1 и 2. Затем делаем прибавку, 2 столбика без накида в одно основание. И далее чередуем 4 одинарные и затем двойная. Далее опять вяжем 4 одинарные. И 1 двойная. Итак, продолжаем с вами вязать. Делаем 6 прибавок через 4 одинарные петли. Итого по окружности должно получиться 36 петель. Заканчиваем 6 ряд. В конце у нас идет 2 одинарные петли. И в начале 2 одинарные. Итого получается тоже 4 одинарные между двойными. Всего по окружности 36 петель. И далее вяжем последний 7 ряд донышка. Вначале провязываем 4 одинарные петли. Затем двойная. И затем 5 одинарных петель. Затем двойная петля и снова 5 одинарных петель. Итак, продолжаем с вами вязать до конца ряда. Вяжем всего 6 прибавок, между ними по 5 одинарных петель. Заканчиваем 7 ряд. По окружности должно быть 42 петли. Закрываем кончиком нити и формируем последнюю петлю. Вязаный круг слегка выравниваем вручную. Это донышко нашей корзинки. У меня получился диаметр 15 сантиметров. У вас может немножко отличаться размер. Далее мы вяжем стенки корзинки. Первый ряд мы вяжем просто столбиками без накида. Опять вводим крючок в первую петлю и при этом обратите внимание, что вводим крючок только за одну полупетельку и поглубже узором галочки, но только за одну полупетельку снаружи. И вяжем столбиками без накида, провязываем всего 42 петли по окружности без прибавок.
Давайте продолжим, свяжем до конца ряда. И у нас должно получиться 42 петли. Закончили первый ряд стенок. Здесь мы точно так же, как и в предыдущих рядах, закрываем ряд кончиком нити. Также мы можем вручную придать правильную форму корзинки, отделить донышко и стенки корзинки, чтобы они у нас стояли перпендикулярно. Далее, начиная со второго ряда, мы будем с вами вязать узор зефирка. Давайте посмотрим, вот у нас первая петля. Вводим крючок уже не в галочку, а под верхушку петли. Провязываем один столбик без накида. Далее смотрим, чтобы скрутка нити смотрела наверх, вот так. Придерживаем ниточку правильно, делаем накид. Затем вводим крючок в предыдущую петлю, тоже только под верхней шляпки петель. Вытягиваем длинную петельку, как можно длиннее, затем опять делаем накид. Снова вводим крючок в эту же петлю, вытягиваем еще одну длинную петельку и в третий раз делаем накид, вводим крючок в предыдущую петлю и вытягиваем длинную петельку. Теперь через все петли на крючке вытягиваем одну петлю. Затем смотрим внизу, пропускаем одну петлю, в следующую вводим крючок и вяжем столбик без накида. И таким образом мы с вами связали первый раппорт узора. Опять делаем накид. Теперь вводим крючок в предыдущую петлю, которую мы до этого пропустили. Обратите внимание, как мы захватываем нитку, чтобы у нас скрутка нити в итоге смотрела внутрь петли. И 3 раза мы вяжем накид и длинную петлю. При этом длинную петлю старайтесь вытягивать как можно длиннее. Затем одну петельку через все петли на крючке, одну петлю внизу пропускаем и в следующую вяжем столбик без накида. И вот так мы с вами вяжем наш узор зефирка. Продолжаем, вяжем узор. Итак, мы с вами продолжаем вязать до конца ряда. Раппорт узора состоит из 2 петель, и мы вяжем 21 раппорт. Вот так узор у нас выглядит с внутренней стороны сумки. Продолжаем, вяжем до конца ряда. Заканчиваем второй ряд. Это первый ряд нашего узора. Здесь, обратите внимание, мы связали с вами 21 раппорт узора, и последний раппорт мы пока не вытягиваем последнюю петельку, потому что ее мы будем вытягивать из кончика нити. Длинную нитку откладываем, берем наш кончик и протягиваем его через последние пышные столбики. Теперь нам нужно закрыть ряд.
Для этого мы вот так вводим крючок под первую горизонтальную петельку и протягиваем нитку, формируем последнюю петлю. Возвращаем нитку в середину последней петли. Затягиваем, выравниваем все петли по размеру. И на этом заканчивается первый ряд узора, второй ряд стенки корзинки. Так как эта ниточка нам больше не понадобится, поэтому кончики нити отрезаем. У нас остается два кончика, которые нам нужно спрятать в следующем ряду. Берем новую нитку другого цвета, у меня этот цвет зефир. Крючок вводим под первую петлю, которую мы с вами только что сформировали из кончика нити. Предварительно ниточку тоже нужно подготовить, слегка ее растянуть. Оставляем длинный кончик, придерживаем его и провязываем один столбик без накида. Теперь кончик новой нити мы отпускаем, а два кончика предыдущей нити мы прячем внутри петель. И сразу же вяжем с вами узор. Делаем накид, затем вводим крючок в предыдущую арку, вот сюда. И провязываем длинную петлю. И еще два раза накид и длинная петля. Теперь провязываем одну петельку через все петли на крючке. Продолжаем. Вяжем второй раппорт узора, вводим крючок в следующую арку, провязываем столбик без накида. Кончики нити вот так у нас проходят внутри петелек. Мы их сейчас спрячем полностью, их не будет видно. И теперь в предыдущую арку мы вяжем пышные столбики. Затем провязываем одну петлю через все петли на крючке. И в следующую арку вяжем столбик без накида. И вот так мы с вами продолжаем вязать третий ряд стенки корзинки, второй ряд узора. Продолжаем, вяжем наш узор 21 раппорт до конца ряда. Заканчиваем третий ряд. Такой узор у нас получается. И здесь мне осталось связать последний раппорт узора. Ввожу крючок в первую петлю и в нее провязываю столбик без накида. Затем в предыдущую арку я провязываю пышные столбики 3 раза. И далее я беру кончик нити, который мы оставили в начале,
И протягиваю кончик нити через все петли на крючке, а затем формирую последнюю петлю с помощью кончика нити. Опять же ввожу крючок под горизонтальную петельку первую, вытягиваю нитку через эту петлю и возвращаю нитку в середину последней петли. Кончик нити отрезаем, он нам больше не понадобится. И вот так у нас выглядит связанные 2 ряда узора. Нам осталось связать еще один ряд узора. Это будет 4-й ряд стенки корзинки. Я беру цвет молочный, и ниточку тоже нужно подготовить, слегка растянуть. Опять же оставляем кончик нити и провязываем под первую петельку первую петлю 4-го ряда. Далее мы с вами продолжаем вязать точно так же, как в предыдущем ряду. Кончики нитей цвет зефир я прячу внутри петель и вяжу пышные столбики. Всего 21 раппорт узора до конца ряда. Заканчиваем 4-й ряд. Берем кончик нити и вытягиваем его через последний раппорт. И затем с помощью кончика нити формируем последнюю петельку. Теперь мы с вами вяжем последний 5-й ряд. Это уже у нас будет не узор, а ряд обвязки. Вводим крючок только за одну полупетельку и провязываем соединительный столбик. Продолжаем вязать соединительными столбиками до конца ряда. Вяжем всего 42 петли только за полупетли. Заканчиваем 5-й ряд. Связали по окружности с соединительными столбиками.
Теперь кончик нити отрезаем, формируем последнюю петлю и прячем кончики нити внутри петель. Давайте измерим высоту корзинку. У меня получилось 9 сантиметров. Далее мы с вами вяжем крышку для корзинки. Я оставила длинный кончик нити 3 метра. И теперь мне нужно связать верх крышечки именно из этого кончика нити. Здесь очень важно не перепутать. С помощью кончика нити мы набираем 6 воздушных петель. Замыкаем цепочку в кольцо, при этом обратите внимание, что длинный кончик нити, который у нас уходит в моток, мы разворачиваем так, чтобы он оказался внутри, в середине, вот так. И теперь вяжем только за полупетли, провязываем 6 соединительных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Итак, мы связали с вами первый ряд с соединительными петлями 6 петель. Далее продолжаем, вяжем еще 3 ряда по 6 соединительных столбиков в каждом ряду. Итого нам нужно связать 4 ряда. Связали всего 4 ряда по 6 петель в каждом ряду. Вот такой кончик нити у нас остался. Вытягиваем ниточку из последней петли и затем поверх следующей петли формируем петельку. Вводим крючок в следующую петельку. Захватываем кончик нити, вытягиваем его через эту петлю и возвращаем кончик нити в середину последней петли. Теперь кончик нити оставляем, берем вот эту длинную ниточку, которая у нас уходит в моток. Давайте посчитаем. Здесь у нас 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
И теперь вот так вяжем следующим образом. Крышечка должна смотреть наверх. А мы с вами вяжем 6 прибавок. Вводим крючок в первую петлю, провязываем 2 столбика без накида в одно основание. Теперь мы вяжем уже из той нити, которая у нас уходит в моток. 1, 2. В следующую петлю тоже провязываем 2 столбика без накида в одно основание, 1 и 2. И так продолжаем вязать по окружности, всего 6 петель, провязываем 12 столбиков без накида. И 12-ю последнюю петельку мы закрываем кончиком нити, который у нас остался от вязания крышечки. И точно так же, как мы с вами вязали донышко, это у нас как бы второй ряд получается, 12 петель. Мы будем закрывать каждый ряд с помощью кончика нити. Вот так по окружности должно быть 12 петель. Итак, мы с вами связали 12 петель, что соответствует второму ряду. И далее мы продолжаем, вяжем точно так же, как донышко, 7 рядов с соответствующими прибавками. И в итоге у нас должно быть тоже 42 петли, так же, как при вязании донышка. Заканчиваем 7 ряд. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Закрываем последнюю петельку с помощью кончика нити. И далее нам нужно связать еще один ряд. Это будет у нас только ряд обвязки. Точно так же, как мы с вами вязали верх корзинки, мы вяжем только соединительными столбиками. При этом крючок вводим только за полупетли. Итак, вот у нас первая петелька, провязываем первый соединительный столбик, вводим крючок в следующую петлю за полупетельку и тоже вяжем соединительный столбик. И так продолжаем вязать по всей окружности, всего 42 петли соединительными столбиками. Заканчиваем последний ряд обвязки. Кончик нити мы можем отрезать.
и закрываем последнюю петельку. Также мы можем вручную аккуратно придать форму крышке корзинки. Она должна быть слегка выпуклая. И вот наша крышечка готова. На этом мы заканчиваем наш видео-мастер-класс по вязанию корзиночки с узором зефирка. Вот такая корзинка у меня получилась. Я еще прикрепила к ней брошку для красоты. Вот так у нас выглядит крышечка. Корзинка внутри вместительная, смотрится очень аккуратно, красиво. Также вы можете изменить размеры. Если вы продолжите вязать круг дальше, то донышко будет больше и сама корзинка получится больше. Но тогда, конечно, нужно будет связать и больше количество рядов в высоту. Я желаю вам приятного вязания. Обязательно отмечайте меня на ваших работах в инстаграме, мой аккаунт nitka.kz. До новых встреч!